Во-первых, я тут сижу и думаю, как сделать неинтересную тему интересной для вас. Ведь не все то, о чем думает иногда человек сам про себя или сам с собой болтает о чем-то, не все оно является бесконечно цепляющим для всех остальных. Поэтому, да, есть некоторая проблема. Я же просто хочу ходить туда-сюда и размышлять о чем-то своем специфичном, но и одновременно быть, конечно, полезным и интересным для вас. Во-вторых, мне написал один человек на сайте SoundCloud, сайт, где я ищу музыку. Он мне написал следующее, цитата. «Спасибо, что дал на меня ссылку, видимо, я, использовал когда-то его музыку». Опять же, цитата. «Мне нравятся твои видео, даже несмотря на то, что я не знаю русский». Да, черт возьми, это не такая точная цитата, но ему понравилось. Я польщен. Я был польщен. Мы с ним разговорились, и он мне даже успел сделать целую песню за одну ночь. Короче, когда-то у меня была мечта захватить часть англоязычной заграничной аудитории. Иногда вещать на них что-то, о чем-то. И не спрашивайте, почему именно такая мечта, и почему это так не патриотично. Ну, не спрашивайте. Вот была она такая, и все. И мне хотелось иметь контакт с ними, вы понимаете? И здесь происходит такое. Для меня это важно. Поэтому that's the only reason I have to make an Easter egg. That's for you. Ой, я размахался руками. Кто-то спросит, а почему купе? С другой стороны, а какая разница? Я очнулся здесь, на улице холодно, а я в тепле при ламповой обстановке. А еще угадайте, я здесь один. А когда ты один, ё-моё, это же вообще... Но если честно, тупее, я решил порассуждать о городах, блужданиях по своей голове. Я налетел на риф одной старой интересной мысли. Риф. Российское существование делает нас не только соучастниками таких ламповых поездок. Водка, балалайка, бабушка, СИЗО, душевный, глубинный русский тикток. Ок, да? Нет. Ок, лайф. Что еще нас всех объединяет? Ходить по грязи. К нему не зарастет народная тропа. Что такое народные тропы? Ну, я бы сказал, протоптанные дорожки без покрытия. Народная тропа – место, где человек срезал путь. Путь, который выбирает народ вопреки тому, что ему уже приготовили. О, бунтарь, какой народ-то у нас. Desire Path или Desire Path... Desire Path. Как сказал бы тетя Глаша, это то, как пешеходы взаимодействуют с окружающей средой. Однажды появившийся этот путь будет побуждать других пешеходов пользоваться именно им, в случае, если он все еще удобен. Сами они бывают и длинные, и короткие, аж до 2 метров. Да и удалены они могут быть на маленькие или большие расстояния. Да что уж там, это бывает просто скос, острого угла. Немецкий математик... Давайте все варианты перепробуем. Дирк Хелбинг или Дирк Хелбинг? Дирк Нелбин. Обнаружил следующее. Пешеходы уже сформируют новый путь, если предполагаемый на 20-30% длиннее. Вот и все. Во-первых, кто сказал немецкий? Вопросов по политической ориентации Навального теперь оставаться не должно. А во-вторых, если я срезаю дорогу, формирую ли я вот этот особый третий путь? Или вообще нет? Я же... Вот была одна дорога, и тут появилась вторая. Это же второй путь. Тогда какой третий? Наверное, нужна еще одна тропинка. Можно еще даже 4-й путь сделать и 5-й там. Ну нет, 5-й это как 5-я колонна. Нужно 4 пути, 4, пути. Множество дорог, которыми мы сейчас пользуемся, по которым даже ездим, это некогда протоптанные тропинки, линии желания и возможности. Хочу ли я тут пройти? Да. Есть ли у меня такая возможность? Да. Куда они ведут? Часто народные тропы возникают около или вокруг мест, зависимых от времени или потока людей. Если так от лампы рассудить, то можно подумать про остановки общественного транспорта или общественные учреждения. Как неожиданно. Когда надо успеть на автобус или поезд. Они возникают там, где нет вообще никакой альтернативы. Бывают, народные тропы идут в обход никому не нужных лесенок, странных подъемов, в общем, чего-то больше преграждающего путь, а не наоборот. Могут проходить рядом с красивыми местами или вокруг интересного объекта. Причин очень много. Эти причины могут меняться, возникая день ото дня. Ну ладно, а что там о городах? Ведь именно здесь это чаще всего считается проблемой. Ни в деревнях, ни в полях, лесах и парках. В городе это одновременно и трагедия, и
торжество здравого смысла. Вы только подумайте об этом. Высшая степень его проявления, если можно так рассудить, да. Можно. Единственное правильное решение здесь — оформить этот наш третий путь. В плитке, асфальте, булыжнике. Но черт, с другой стороны, это означает исполнить волю народа. Только не это. Нет, ни в коем случае. От этого зависит моя жизнь. Блин, все настолько просто. В городе существует прямая зависимость народных троп, их конфигурации от плотности и компактности города. Да, мы опять сюда пришли. Да. Чем меньше плотность застройки и компактность, чем дальше друг от друга точки притяжения, тем дальше друг от друга линии желания. Эта сетка обретает четкие очертания. В компактной застройке есть промежуток. Улица между домами. Здесь люди ходят везде. Проще замостить всю эту площадь и потом уже добавить элементы озеленения. При широте души микрорайонного подхода так сделать уже не получится. Ужасно умные маркетологи и другие придурки называют это зелеными районами. Я в их определении хочу изменить только цвет на серый, коричневый, серый, черный. Это грязные районы. Много людей, мало дорожек. Интенсивность топтания земли намного выше. Замостить все, во-первых, вредно, во-вторых, некрасиво, в-третьих, невозможно. Большие территории всегда были проблемой. Ты либо справляешься с ними, либо нет. И тогда у тебя появляется второй вариант. Законсервируй или оставь в покое. Просто не лезь туда, сожрет. С точки зрения птицы, с точки зрения bird shit, такая планировка выбирает вид, облик, рисунок, благоустройство уже за вас. Если мы все-таки решаемся облагородить территорию позднесоветской застройки, то каким будет правильное благоустройство подобных районов? Вот, посмотрите сюда. Именно таким. А тут все логично. Это всегда будет сеть, состоящая из треугольничков. Их вершины — это точки притяжения или пересечения. По виду это все напоминает деконструктивизм. Некоторые примеры деконструктивизма в архитектуре. Кстати, в нашу страну эта вся история вовсе решила не заглядывать. Вернемся к треугольничкам. И если архитектуру наших зданий это обошло стороной, то дизайн городских территорий отхватит чего-то такого по полной. Дорожка там, дорожка сям, дорожка здесь. Но как это делается еще? Вот как обустроили территорию кампуса Западного университета, где людям явно надоело месить грязь. Треугольнички. Пацаны растаяли в текстурах навсегда. И знаешь, в особенности у тебя, русский человек, выбора никакого нет. Меняй мышление, строй по-другому, что ли. Никаких кругов, никаких квадратов или прямых зеленых линий вдоль домов. Это все не совсем так просто работает. Вот получилось что-то такое. Друзья, мне пора спать. Завтра пара ММШК, на которой я, как обычно, ничего не успел сделать. Ставьте лайки, дизлайки, а также пожелания напишите мне комментарии. Я их читаю, для меня это важно. Люблю своих патронов. Что не оставляйте меня одного. Или позволяйте мне поездить одному в купе. На самом деле так случайно получилось, я не выкупал все эти места. Буду я еще тратить на это деньги, господи, да боже мой. И да, до следующего раза, когда он будет.